Добрый день, друзья! Я Валерий Табаков, практикующий юрист. Сегодня 15 августа 2026 года. Я разберу одну историю, которая, на мой взгляд, кажется бытовой. Но это только на первый взгляд. Но на самом деле эта история отражает гораздо более глубокую проблему. Проблему того, как языковой вопрос в Украине иногда перестает быть вопросом закона и превращается в повод для насилия. И к чему это приводит, когда институты государства не реагируют. Начнем с конкретного случая. В начале августа 2026 года во Львовской области произошел инцидент. Мать военнослужащего вооруженных сил Украины возвращалась из Польши. Женщина, 52 года, жительница Днепропетровской области. По словам ее сына, который служит в армии, известен в соцсетях под ником «Пушистый кот», во время поездки в маршрутном автобусе она разговаривала на русском языке. Другим пассажирам это не понравилось, начались замечания, затем конфликт. Конфликт перерос в применение силы, женщину избили, у нее остался синяк под глазом, после этого ее высадили из транспорта на трассе, ей пришлось ловить другую машину. Посмотрим видеозапись. Слухай, може не будеш знімати? Може не будеш знімати? Може не будеш знімати? Ти маєш право знімати. А яке ти маєш право знімати? Не знімай. Ну забирай мобільний, подарай сам в морду. Забирай. Я воював. Ну пішла звідси. А ти як? Чтобы вы понимали, теперь эти нахуй пидорасы сидят и пиздят мусорам, что это моя мать начала всю драку, опиздила мою мать 3 человека. И сейчас вызвали какую-то спецгруппу нахуй на мать, хотят ей шить хулиганство и тому подобное. Чтобы вы понимали, мать столько лет приехала вот в Украину сделать там документы, увидеть меня, блядь, приехала. Спасибо, страна уебана. Сын опубликовал фотографии матери, свое обращение. Он прямо спросил, зачем вас тогда защищать. По его словам, полиция якобы встала на сторону тех, кто применил силу, а с женщины еще и пытались потребовать деньги. Полиция Львовской области подтвердила, что конфликт действительно был между женщиной и несколькими пассажирами. Произошла стычка, и сейчас идет проверка. На женщину, кстати, составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. То есть формально ее тоже сделали одной из сторон нарушения. По деталям. Инцидент произошел около 10 часов 50 минут на улице Окружной во Львове. В части сообщений фигурирует маршрутный автобус номер 52. Фамилии водителя, точный маршрут следования, имена пассажиров, которые применяли силу, в открытых источниках не назывались. Сын известен только по нику, мать как 52-летняя жительница Днепропетровской области. Все. Юридическая сторона. Закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного регулирует язык обслуживания потребителей, работу органов власти, образования, медиа и ряд других публичных сфер.
Он прямо не распространяется на частное общение. Статья 2 закона это фиксирует. Разговор пассажира по телефону или с соседкой по сидению – это частное общение. Человек имеет право говорить на любом языке. Закон не дает другим пассажирам права применять физическую силу за язык и не дает права высаживать человека из транспорта только потому, что он говорит по-русски. Высадка пассажира возможна только по основаниям, предусмотренным правилам перевозок. Неоплата, угроза безопасности, агрессивное поведение, создающее реальную опасность. Разговор на русском таким основанием не является. Применение силы – это уже статья Уголовного кодекса о причинении телесных повреждений. Если подтвердятся заявления о требовании денег, это может квалифицироваться как вымогательство. То есть, с точки зрения закона, действия тех, кто избил женщину и высадил ее, выглядят противоправными, независимо от того, какой язык она использовала и кем является ее сын. Теперь важный вопрос. Что происходит, если полиция и суд в таких случаях не дают внятной реакции? Во-первых, падает доверие к институтам. Когда люди видят, что даже в относительно публичной истории с матерью военнослужащего нет прозрачного и справедливого разбирательства, они делают вывод: защиты от государства ждать не приходится. Во-вторых, растет ощущение безнаказанности. Одна сторона понимает, что можно применить силу и ничего не будет. Другая, что рассчитывать на закон бесполезно. В-третьих, усиливается радикализация. Такие случаи активно используются в информационных войнах. Они работают на взаимную ненависть и укрепляют логику свои против чужих. В-четвертых, появляется почва для самосуда. Когда люди перестают верить в государственную защиту, часть из них начинает считать допустимым самостоятельно восстанавливать справедливость. Это опасная логика, она ведет не к порядку, а к еще большему насилию и хаосу. И здесь, друзья, нельзя не вспомнить более ранний и очень показательный пример – риторику Ирины Фарион. Фарион неоднократно занимала крайне жесткую позицию по языковому вопросу, и в 2023 году она публично рассказывала, что ее маленький внук Дмитрик в детском саду применяет силу к русскоязычным детям. Она говорила, что внук кулачком учит украинскому языку, а сама формулировала это в духе «москаля надо уничтожать». Речь шла о детях, о физическом воздействии. И это говорилось не в частном разговоре, а публично, человеком с определенным влиянием. Посмотрим видео. В садочку є москаль. Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион рассказала, как ее внук бьет русскоязычных детей. Заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось Грішу, який до нього каже «привіт». Бывшая нардеп возмущена, что ее внуку приходится кулаками учить других детей украинскому языку. Дмитрик знищує москаля. Він йому ставить щелепу, він йому ставить правильний прононс. Фарион убеждена, переселенцы, которые спаслись от войны на западной части Украины, должны переучить детей разговаривать на государственном языке. Якщо тобі не подобається це, які проблеми? Сів на танк з буквою Z і з буквою V, зі своїм виплатком і гибанув звідси. Друзья, это важный момент, когда публичные фигуры нормализуют насилие за язык, часть общества начинает воспринимать физическую агрессию как допустимый метод. Не как преступление, а как воспитание или защиту. И потом мы видим бытовые конфликты в транспорте, на улице, в очередях, где люди уже не спорят, а бьют.
При этом сама Фарион стала жертвой насилия. 19 июля 2024 года ее застрелили во Львове возле дома. По словам ее дочери Софии Особы, в тот вечер она, София Особа, как раз забрала сына Дмитрика, который бил Гришу, из садика и пошла заказывать празднование его дня рождения Дмитрика, внука Фарион, который бил Гришу. Примерно в 19:13 София Особа написала матери, что праздник уже заказан. Праздник дня рождения Дмитрика. Фарион ответила, что вызвала такси и ждет это такси, чтобы поехать к дочери. Через несколько минут после того, как София заказала праздник дня рождения Дмитрика, бившего Гришу, через несколько минут, 19:22, ее, Ирину Фарион, убили. Трагическое совпадение по времени, которое дочь потом неоднократно вспоминала. Я говорю об этом не для того, чтобы обелять или обвинять, а чтобы показать цепочку. Жесткая агрессивная риторика вокруг языка создает фон, в котором физическое насилие начинает казаться кому-то допустимым. При этом это насилие потом происходит уже не только в одну сторону. И в какой-то момент институты, которые должны останавливать насилие, оказываются слабыми или предвзятыми. Тогда люди начинают решать вопросы сами, а это уже путь к распаду правопорядка. Подведем итог. Язык – важная часть государственной политики. Украинский язык как государственный имеет конституционный статус, и закон устанавливает правила его использования в публичных сферах. Это факт. Но закон не дает никому права бить людей за то, на каком языке они говорят в частной жизни. И вообще не дает права также высаживать пассажиров из транспорта за русский язык. Не дает права устраивать самосуд. Когда мать военнослужащего избивают в автобусе за русский язык, это преступление, а не патриотизм. Когда публичные фигуры одобряют побои детей за язык, это токсичная риторика, а не защита культуры. Когда институты не дают ясной реакции на насилие, это провал системы, который только усиливает хаос. Выход не вместе и не в том, чтобы найти и отомстить. Выход в том, чтобы требовать от полиции и судов работать по закону, фиксировать преступления, устанавливать обстоятельства и привлекать виновных независимо от языка, на котором говорила пострадавшая, и независимо от того, нравится кому-то этот язык или нет. Только так можно остановить раскручивание спирали насилия. Если у вас есть информация по этому делу, свидетельства или вопросы правового характера, пишите в комментариях, будем разбирать по существу. На этом все. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь, если считаете, что такие разборы нужны. До связи. С вами был юрист Валерий Табаков.